Представьте место, где люди едят хлеб, макароны и при этом в 2 раза чаще доживают до 100 лет, чем их соседи. Там почти нет инфарктов, а мужчины живут так же долго, как женщины. Редчайший случай для нашего времени. Это Сардиния. Сегодня мы разберем 5 привычек этого острова, которые реально защищают сердце после 50. Феномен голубой зоны и генетика. Сардиния – итальянский остров в Средиземном море. Но секрет долголетия работает не везде, а только в суровых горных регионах Ольястро и Нуоро. Именно здесь ученые обнаружили первую в мире голубую зону, территорию с аномальной концентрацией долгожителей. Статистика поражает. Вероятность дожить до 100 лет у местных мужчин в разы выше, чем в среднем по Европе. Обычно в мире среди столетников доминируют женщины, около 85%, но здесь мужчины уверенно их догоняют. Конечно, ученые искали причину в генах. Они нашли у местных жителей редкий генетический маркер М26 и особые митохондриальные гаплогруппы. Но исследователи подчеркивают, гены – это лишь 20% успеха, остальные 80% – это образ жизни. Это хорошая новость для нас. Привычки сардинцев работают и в других зонах долголетия – на Окинаве, в Греции и даже в США. Давайте разберем эти 5 принципов и адаптируем их под нашу реальность. Привычка номер 1 – диета бедняков. Это не про голод, а про натуральную простоту. Рацион долгожителей Сардинии веками строился на том, что давала каменистая земля – ячмень, грубый хлеб на закваске и овощи. Но есть важные нюансы, которые отличают их стол от нашего. Во-первых, жиры. Сардинцы практически не используют сливочное масло, маргарин или привычное нам рафинированное подсолнечное масло. Их жидкое золото – это оливковое масло холодного отжима. Они добавляют его везде – в супы, в овощи и просто макают в него хлеб. Это мощнейший источник омега-жирных кислот, который очищает сосуды, а не забивает их. Во-вторых, что они пьют? Основа – это чистая горная вода, которую пьют постоянно в течение дня, не дожидаясь сильной жажды. А вот коровье молоко здесь не популярно. У многих местных жителей непереносимость лактозы. Вместо него они пьют козье молоко, которое усваивается гораздо легче и поддерживает работу сердца. И самое главное, чего вы никогда не найдете на столе долгожителя. В их традиционном рационе полностью отсутствуют промышленные сладости и рафинированный сахар, полуфабрикаты и переработанное мясо, колбасы и сосиски, сладкие газированные напитки. Как это применить, не живя в Сардинии? Сделайте оливковое масло единственным маслом на вашей кухне для салатов и гарниров. Попробуйте заменить привычное молоко на козье или вовсе уберите молочные продукты на неделю, чтобы проверить самочувствие. Замените гарнир, картофель или белые макароны на бобовые хотя бы 3 раза в неделю. Тушеная фасоль или чечевица – это тот самый секрет растительного белка, который строит организм без лишнего холестерина. Привычка номер 2. Невидимый спорт. Их секрет – невидимый спорт или естественная активность. Большинство долгожителей – это пастухи. Всю жизнь они проходили по 6-8 километров в день по холмам, постоянно поднимаясь и опускаясь. Это сотни микронагрузок в течение дня. Современная наука называет это термогенез активности без тренировок. Исследования доказывают, постоянное низкоинтенсивное движение полезнее для сердца и метаболизма, чем час в зале после 8 часов сидения в офисе. Практика для города. Если позволяет здоровье суставов, забудьте про лифт. Подъем на 3-4 этаж пешком – лучшая кардиотренировка. Введите правило «прогулка после еды». Всего 15 минут спокойной ходьбы после ужина помогают снизить скачок сахара в крови. Не ищите комфорта. Пройти пешком одну остановку или сходить в дальний магазин – это и есть ваш сардинский фитнес. Третья привычка часто вызывает споры. Это вино каннанау. Сардинцы традиционно выпивают 1-2 маленьких стаканчика за едой. Особенность местного вина в том, что в нем в 2-3 раза больше полифенолов и флавоноидов, чем в обычных винах. Эти вещества защищают эндотелий сосудов от повреждений. Но важно понимать, наука сегодня категорична.
Безопасной дозы алкоголя не существует. Сардинцам помогает, скорее всего, сочетание вина с мощной генетикой и отсутствием стресса, но это не относится к другим народам. Так что налегать на вино неправильно. Как получить пользу без алкоголя? Нам нужны именно полифенолы, а не спирт. Первое. Отличная альтернатива – качественный гранатовый сок без сахара, черника, темный виноград или черноплодная рябина. Второе. Зеленый чай и какао – тоже чемпионы по полифенолам. Привычка номер 4. Сила социальных связей. На Сардинии пожилых людей не изолируют. Старики живут в семьях, общаются с внуками, их мнение уважают. Одиночество здесь – редкость. Кстати, напишите в комментариях, а как обстоит дело со стариками в вашей стране и вашей культуре? Есть знаменитый пример из США – город Розетто, основанный итальянцами. В 60-х годах там была аномально низкая смертность от инфарктов. Ученые выяснили, дело не в еде, а в плотных связях общины. Люди постоянно общались и поддерживали друг друга. Наука подтверждает, одиночество повышает уровень кортизола и воспаления в организме так же сильно, как курение. Что делать нам? Первое. Введите традицию еженедельного семейного ужина без телефонов. Второе. Найдите свой клан. Это может быть клуб по интересам, волонтерство или просто регулярные встречи с друзьями. Общайтесь с соседями. Простое приветствие и короткий разговор снижают уровень социального стресса. Привычка номер 5. Смысл просыпаться утром. Даже в 90 или 100 лет сардинец не чувствует себя списанным. У него есть обязанности – присмотреть за садом, дать совет, помочь по дому. Японцы называют это икигай – причина, ради которой ты встаешь по утрам. Исследования показывают, наличие целей в жизни напрямую коррелирует с более низким риском болезни Альцгеймера и инсультов. Практика. Найдите дело, в котором вы чувствуете себя полезным. Это может быть помощь близким, забота о домашнем питомце или даже выращивание цветов на подоконнике. Важно знать, я сегодня нужен этому миру. И напоследок, маленький секрет, о котором редко пишут в путеводителях – солнце в чашке. В горах Сардинии растет цветок, который местные называют иммортель или бессмертник. Пастухи часто заваривают его как вечерний чай. Исследования показывают, что итальянский бессмертник обладает мощнейшими противовоспалительными свойствами и работает как мягкий детокс для печени. А мы знаем, что старение – это во многом накопленное хроническое воспаление. Как это применить? Бессмертник песчаный продается в наших аптеках и стоит копейки. Это ближайший родственник сардинского цветка с похожими свойствами. Попробуйте сделать короткий курс. Заваривайте слабый настой бессмертника, 1 чайная ложка на стакан воды, и пейте по полстакана за 20 минут до еды в течение 2 недель. Это поможет поддержать отток желчи и снизить холестерин. Но помните, у любых трав есть противопоказания, поэтому при камнях в желчном обязательно проконсультируйтесь с врачом. Подведем итог. Секрет Сардинии не в одной волшебной таблетке. Это система. Простая растительная пища, постоянное движение, полезные антиоксиданты, крепкая семья и смысл жизни. Не пытайтесь изменить все сразу. Выберите сегодня одну привычку из этого списка. Например, добавьте бобовые в обед или пройдитесь пешком лишние 15 минут. Напишите в комментариях, какой из пунктов вам кажется самым сложным для выполнения в наших условиях. Будет интересно обсудить. Подписывайтесь на Академию здоровья, чтобы понимать свой организм еще лучше. До встречи в следующем видео.